Вы только посмотрите, какой у меня стильный вообще муженек. У него все. Не шмея, они сказали. Не шмея, значит. Там есть большой детский магазин, называется Babyland. Поезд хочешь? Покупаю тебе поезд. Это паровозик. Алагани. Смотрите, что увидела. На подсолнухе сидит. Настоящая такая вообще шикарная. Она жвачку кушает вместо конфет. Понимаете, аж до чего? Ожились. Мы отправляемся на поиски нашей новой покупки. Нам, ребята, очень надо уже сильно задумываться о покупках для нашего малыша. Правильно? Нужных покупок. Нужных покупок. Нам нужна коляска. Мы, конечно, уже знаем определенно, примерно, что мы хотим. Но мы бы хотели, это есть все только на онлайн платформах. Короче, дело обстоит в чем? Мы хотим купить подешевле, а подешевле купить можно онлайн. Но мы хотим пощупать, потрогать, понять, эта коляска нам нравится реально, а после этого сделать покупку. И сейчас едем смотреть эту коляску вживую. Если честно, есть немножко сомнения, что здесь, в нашем городе, будет такая коляска, такой фирмы, как мы хотим. Мы выбрали посмотреть. крутую фирму. Самую крутую в мире. Самых крутых нету. В общем, хотелось бы ее, конечно, пощупать, потому что те, которые мы там прошлые разы заходили в магазины, смотрели, ну как-то вообще не внушают доверия. Они такие какие-то супер пластмассовые. И кажется, что я не знаю, даже там полгода на ней не поездишь. Мы хотим нормальную коляску купить и уже возить детеныша нашего маленького. И надеемся, что сейчас будет в этом торговом центре. Если тут не будет, еще один вариант есть, потом поедем туда. Посмотрим, понять себе, как куда. Ага. Еще. Адлер вон только вижу. А мы же там внизу были. Может, там, зайка, модики какие-то посмотреть? Или там в прошлый раз что там? Я не помню, что было. Давай наверх поднимемся. Давай для начала коляски, да. Вы только посмотрите, какой у меня стильный вообще муженек. У него все. Все у него в одной цветовой гамме. Такой он у меня красиво стильный. Ну что ты будешь делать? Какие кеды, какая футболка? Перестань, не могу. Хватит. Обожаю тебя таким. Просто веселун ты мой. Пока что кружочек такой мы сделали. И кроме базар-вокзал вон напротив ничего не видим мы колясочного. Но навигатор привел сюда, да? Внизу. Этот торговый центр показывает, но... Помоги себе сам, короче. Найди, называется. В Адлер не идем? Надо туда тоже зайти посмотреть. Да, может и там где-то в каком-то уголке. Зашли, мы спросили в Адлере, и нам сказали не шмея. То есть мы поняли, что этот магазин... Мы поняли, что они сказали ничего нет, закрыто. Не шмея, они сказали. Не шмея. Не шмея, значит, по-моему, что уже все закрылись. Да, наверное, он здесь был, и его просто закрыли. Или что? Будь здоров. А на армянском как будь здоров? Будь здоров. Арахчичун. Забыла уже армянские слова. Все. Арахчичун, дорогой. Молодец. Шнора калютюн. Молодец. Запутались в 3 соснах, называется. Потеряли свой автомобиль. Назад надо? С другой стороны надо. Там лестница, я видела, что с другой стороны. Не, ладно, иду с тобой. И еще, ребята, мы уже не раз стыкаемся с такой ситуацией, что здесь, если что-то там, какая-то локация пропадает, из Гугла ее не убирают. Так, это же просто проблема с Гугла уже. Сейчас у меня тоже задача такая есть, что-то удалить оттуда, и это очень тяжело. Так что Да ты что? я их понимаю. Ну хотя бы там писали бы, что закрыто, а так написано, что
Магазин полностью функционирует и открыто там с такого-то до такого-то часа. Поездка продолжается, так как пока что было все безрезультатно. Хоть бы еще мы вообще нашли, где посмотреть. Сейчас едем в соседний город. Ехать нам 30 минут до этого города. Там есть большой детский магазин, называется Babyland. Если там не будет, то уже надо ехать совсем в другой город. Но сегодня уже не поедем. Сегодня планируем только в этот город. И если не будет, уже домой. Вот такие вот истории с коляской. И с нашим городом. Мы уже подъезжаем, да? Да. Поезд хочешь? Покупаю тебе поезд. Это паровозик. Оловянный. Паровозик. Оловянный. Железный. А я сказал оловянный, значит оловянный. Ничего не надо меня перебороть. В этом городке мы еще не были, да? В каком мы были? Ну, в Йене были недавно. О, Йене. Это как будто имя девочки недоделанное. Йена. Йена? Это, может, прям доделанная Йена. Ну, мне кажется, была Лена, не могли сказать Лена, говорили Йена. И так и получилось, Йена. Такие, значит, у тебя ассоциации, да? Да, такие Йены у нас. Дженни, Йена. Джена. А это мальчик был. Говорили его Гена. А, Гена. Потом Г не могли говорить и Джена, Гена, Гена. Что-то пока, я так вижу, нас в какие-то частные дома ведет. Частный дом. А нет, какой-то флаги есть. Какой-то флаги есть. Какой-то флаги есть. Может быть. Где-то здесь должен быть этот магазин, называется Babyland. Babyland, ты где? Покажись, велосипеды есть. Там не велосипед, собственно, а там... Да, я поняла, коляски, Зай, я знаю, зачем мы едем. Где они? Ребята, и сколько продаются велосипедов в Германии, сколько магазинов с великами, это что-то с чем-то. Вообще нету. Представь, вот навигатор уже показывает, мы на месте. И Вот этот магазин. с великами? Да. Ты серьезно? Ну, там должно быть. Походу, да, потому что другого вообще ничего нету. Просто вокруг ничего. Все, мы там увидели одну вывесочку маленькую, небольшую. Там было написано все-таки наша это Babyland. Значит, мы здесь, мы, значит, на месте. Так, вот, собственно, и Babyland вывеска. А магазин вот такой. Представьте, мы бы, конечно, в жизни его не увидели. Проехали бы и все. А, написано, там есть тоже еще. Ура! Babyland нашли. Не зря ехали. Ю-ху! Уже радуюсь. Надеюсь, что мы тут увидим то, что ищем. Обязательно увидим. Друзья, я смотрите, что увидела. Вам видно эту красоту вообще? На подсолнухе сидит. Настоящая такая вообще шикарная. Привет, красотка. Ты там что, тоже что-то кушаешь, да? Ара, ты какая классная. Зай, иди сюда быстро. Посмотри, какая бабочка. Да. Видно тебе? Очень красиво. Хочешь встань рядом, я тебя сфоткаю? Не, ну сфоткать нет, но пошла посмотрела. Наверх надо подняться. Окей. Ну, тут нормальный колясочный мир, я хочу тебе сказать, да? Тут хоть есть такой выбор. Свет. Бежит тетя нам помогать, да? Ты что, все понимаешь уже, что говорят на немецком? А? Как? А, лайт, я просто не слышала. Так, снимать, конечно, нельзя, но я так вот по-быстрому вам пройдусь.
Вот эти джои здесь очень популярные, но мы их не рассматриваем. И все, тут ничего такого больше нет. Там Коптик общается с продавцом с другой стороны. Ну, вот для двойняшек. Мы еще обязательно хотим двойняшек. Надеемся, что нам такая тоже пригодится. Цены, короче, чтобы вы понимали, тут общей цены нету. Но вот это где-то будет, наверное, там все вместе с люлечкой, а может и без, даже не знаю. От 1000 евро. Кроватки тоже есть хорошие. Вот такие мы хотим малютки. Чтобы можно было к кровати подвозить. Или там, допустим, я больше времени провожу на кухне, чтобы можно было на кухню с собой возить. Пеленальный столик. 1000 евро. Ну, что ты будешь делать? Это очень дорого. Классный, конечно. Как Акоп говорит, качественный. Но это совсем-совсем. Вот этот уже попроще. 319. В общем, цены вы видите. Вот такие мне нравятся. Белые. А этот вообще 1200. Понятно. Ладно, ну классный. Матрасик. 30 евро. Окей. И этот очень красивый. Тоже 1000. Такс. А потом мы будем покупать такую кроватку. Большую. Этот тоже комодик хорошенький такой. Комоды классные. Но дорого. Капец. Дорого. Очень дорого. Ребята, пока продавцы отошли, я хочу вам показать одну прикольную колясочку. Нам вот эту рекомендовали. Мы так ее попробовали. Конечно, очень она классная, приятная. Тоже стоит, видите сами, да? Еще нам очень понравилась вот эта Мерседес. Ну, тут цвет немножко такой какой-то зеленовастенький. Хотя он тоже и на мальчика, и на девочку. Нам бежевая нужна, потому что мы хотим, чтобы подошло и на мальчика, и на девочку. Короче, Мерседес. Вы поняли, да? Прикол. Классная такая. Ну, цвет не мой, конечно. Что скажете по поводу этого цвета? Ну и под шумок мы зашли еще в такие разные. Вот я такой хочу. Кроватку? Да. Ты что, это вообще манеж? Там наверху были кроватки. Ну это я тебе говорю, пока... Я понимаю, какую ты хочешь, но это не то, зайчик. Это манеж. Это уже когда чуть... это... Ой, не, это не манеж называется, а это кроватка для путешествий. Ну вот такое путешествие, чтобы пока подрастет... Путешествовать по квартире? Все, купим как ты хочешь, я ж не против. Я тебе припомню. Я запомнила эту информацию. О, вот эта штука, которую ты меня заставила принести домой. Да. Сколько она стоит? 80. Да, ребята, нам отдали такую грелку, и тут, короче, в Германии, я не знаю, может, у нас тоже включали, просто у нас нет деток, и мы не понимаем, это оно нужное, не нужное. Но факт в том, что нам порекомендовали ее взять и бесплатно отдали, и Акоп ее тащил, она очень тяжелая. Это вот так над деточкой ставить и греть деточку, когда переодеваешь. Да, все, Зая, не спеши, дай чуть-чуть поснимать и посмотреть. Куда ты летишь уже? Метеор просто. Метеор. Вот подушки еще для кормления мне надо посмотреть. Просто бегает. Друзья, тут еще один отдел. Это вообще наша слабость. Мы прям заходим и трогаем эти все вещи, потому что они такие... 56 размер. Да, это такие просто тут милашки и все. Вот смотри, какой прикид. Да. Шапочкой. Уже такой весь собран, комплектик. Ну, цены тут реально, так скажем, нормально. 32 евро это только. курточка только, да? 15 это футболка. Ага. Я купил за 6.
Ой, Зая. Я просто не жалею денег на одежду ребенку еще и. Я просто не понимаю этого. Ну да, это чуть-чуть, конечно, дорого за эти кусочки ткани, но это ж такая милость, ну что ты будешь делать? Чупутюнький. Все, выходим. Да, идем. Короче, мы хотим найти, опять повторяем, определенный бренд. У меня нету конфетки, сразу говорю. А такие розовенькие там были. Розовые, типа жуйки. Помнишь, в прошлый раз ты мне давал? Типа жуйки, это жвачка. Так это не жвачка, это и есть, это фрутелла. Она жвачку кушает вместо конфет, понимаете, аж до чего? Ожились. Я так хочу сейчас кусочек сладкого, вы не понимаете. Мне муж купил стаканчик кофе, мороженки, то, что я хотела, не было. И я осталась без конфетки, без мороженки, и все. И что я могу сказать? Тот бренд, который мы хотим найти и посмотреть, пощупать, тут не было. Опять же, продавец сказал, то, что мы ищем, оно дорогое. Но, грубо говоря, не оправдывает себя, свою цену. Показал пару примеров, которые Танюшка вам показала, как вариант сопоставимый этому бренду по ценовой политике. Но я все-таки хочу посмотреть этот бренд, потрогать руками, понять, почему оно такое дорогое, по сути. Да что дорогое? То же самое стоит, что 1000 это стоит, что 1000 1000, да, 1000. Только там еще и можно найти по скидкам 3 в одном за эту 1000. А тут получается я так только... и нашел, не 3 в одном, а там 4 в одном. То есть сиденье детское, под сиденье еще там защита дополнительная. Держалка такая, да? Да. Люлька. Переносилка и сама коляска. Переносилка это и есть Это автокресло. есть... Ну а тут за 1000 и за 1500 тут получается просто коляска, вот эта, та, что ездит, и та, что в машине, автокресло. Нет, не автокресло. Они все, он сказал, идет 2 в одном. Люлька и для прогулок. То это сиденье. уже с 6 месяца, по-моему. То ли, когда ребенок уже может сесть с этого времени. Да. Все, я тебя поняла. Что ты хочешь, торговый центр? Да, туалет хочу. Ну, тут нету торговых центров. Ну, может, где-то там завалялся случайно. Не, реально ничего такого нету. Я пока конфетку съем. Нет, ничего нету такого. Ничего нету? Ну, ладно. Ладно, солнце, тогда домой. Да, домой. Отсюда в Лейпциг далеко? Мне кажется, мы полпути уже проехали. Хочешь в Лейпциг поехать? Ну, я бы поехала в этот уже тогда. То, что ты говоришь, в Лейпцигу есть эти коляски, которые мы хотели бы. Просто реально одна и та же цена. По 200, по 300, там по 400 вообще ни одной тут не было. Далеко, мы не так, мы в другую сторону поехали. Мы в другую сторону? Все, едем домой. Окей. Все, ребят, мы дома. Мы запускали, как обычно, своих роботов. Трудиться, а Копчик ходит, проверяет все. А где он, кстати? Под кроватью или нет? Под кроватью. Нет, он не застрял под кроватью. Нет, он на своем месте. Ты шо? Ку-ку? Все, снимай эти причандалы все по местам. Мы когда уезжаем, мы запускаем нашего робота-пылесоса. И 2 раза подряд, учитывая то, что он не может залезть под кровать, там, высота вроде бы не позволяет, он где-то находит дырочку какую-то, все-таки туда забирается. А кровать у нас с такими электрическими подъемниками, не знаю, она как-то должна там вверх-вниз. Обманываешь? Не обманываю, говорю. Точно не обманываешь? Точно. Молодец. Короче, эти провода были под кроватью. Он как-то туда забирался, запутывался там в тех проводах. А Копчик приходил, его вызволял. И так было 2 раза подряд. А сегодня он провода все собрал, куда-то там смог засунуть. И, видимо, этот наш товарищ опять туда лазил под низ. Все почистил под кроватью. Прикиньте, какое оно умное, этот искусственный интеллект. Он видит, что там, видимо, пыль, хочет туда залезть. Где-то нашел себе какой-то ходик,
И походу он сегодня там был, да? Под кроватью? Посмотрю по программе. А, по программе, ну давай. Ну так что такие дела, ребят. А по поводу колясок, пожалуйста, если кто-то знает какие-то... Ну не то, что если кто-то знает. У нас очень много женщин, девушек, да и мужчины могут знать. Советуйте, какие вы рекомендуете бренды, какую можно купить коляску, чтобы она была толковая, чтобы она через полгода не разлетелась, чтобы было с ней все хорошо. Ну, в общем, какие-то проверенные ваши версии, пожалуйста, пишите. Будем обсуждать. Не заходил? Видишь, какой он сегодня. Все, сегодня не пошел подкрывать. Ребята, гутен морген. Танюшка сегодня такая молодец, что иду и сама себе не верю просто. Мало того, что встала в раннюю рань, собралась, вышла, не опаздываю, все как я люблю, все красиво, все четко. А иду я туда, куда давным-давно уже собиралась ходить, просто не получалось, можно так сказать. Мы уже с Акопчиком делали кое-какие пробы, но не получалось. Это в басике, естественно. Потому что вот эта золотка маленькая. Танюшка хочет, чтобы купалась, чтобы плавала. Это полезно, и врач говорит, и я сколько смотрю разной информации, видеороликов, и читаю, и всего-всего изучаю. Плавать беременным очень нужно, поэтому настроилась и иду. Но не рассказала вам самое главное. Подвиг заключается в чем? Что Акопчик остался дома, он не пошел сегодня на тренировку. Он или потянул, или простудил шею. Вот знаете, бывает такая адская боль в шее, это сейчас с ним происходит. Что он даже пропустил тренировку. У него если что-то где-то болит, он никогда не пропускает. Он все равно идет, тренируется, он говорит, наоборот, я разогрею тело, мне станет легче, лучше, я знаю, что я делаю, я врач. А сегодня он даже не пошел. И я, зная это, могла остаться с ним в постельке вот так. И когда он дома, могла вкусно покушать, потому что он всегда готовит завтрак, когда он никуда не торопится. Но я пошла, потому что мы уже договорились. Иду я с Маринкой. Я не люблю очень вот это утреннее, типа отмену какую-то там. Вообще не люблю подводить людей. Так что я себя заставила, и я сейчас стою на остановке и собой горжусь. Ставьте мне лайк, друзья. Ребятки, мы в басике. Маришка Куку, Танюшка Куку. Мы уже намочились. Снимать здесь, естественно, нельзя, поэтому вот так на 3 секунды. Потом еще постараюсь показать. Вот просто у бабулечек зарядка. И пока что никак. Все, мы купаться, плавать. Так, ну что смогли, то поснимали. По сути, ничего не смогли, но накупались, наплавались. Я довольна и счастливая. Я тебя благодарю. Я довольна, что Таня довольна и счастливая. Ой, так хорошо, такие воодушевленные, да. Ну, в водичке вообще хорошо, если честно. Мы молодцы, мы утренний план вообще выполнили. Теперь мы будем стараться каждую неделю, да, детка? Да. Ты будешь меня подбадривать. Хорошо. А я тебя. Я с тобой. Давай. Я с тобой. Твой муж приехал. Да. Мне нужно перевести мои дипломы. Один диплом. О том, что я закончил там определенное учебное заведение в Армении. И здесь нужно понять, перевод нужен ли для моего диплома, или вообще как это все делать, или переквалификация нужна, там пересдача экзамена и все остальное. В общем и целом, меня отправили в одну организацию через центр занятости. Сейчас иду выяснять, нужен ли перевод моему диплому. Но опять же не могу найти это место. В этой окружности, короче, эта организация должна быть. Но Google показывает одно, а в реальности совсем другое. Нету пока что. Да, то же самое. Опять не туда приехал. Сейчас нужно пойти совсем в другую сторону города. Короче, я на 3-4 остановки раньше вышел. Иду в другую сторону, посмотрим. Может, удастся сегодня застать их. Хотя уже 4 часа почти. Может быть, они не работают. Может, я уже завтра с утра пойду. Сейчас дойду до стояжоночки и уже решу. Нас преследуют вот эти Наборчики. милые наборчики. А тут, смотри, не свинячик, а шапочка.
А, да. Ножки и боди. Да, купим. А еще вот эти носочки, смотри. Носочки, кофточки. Коллекция. Да. Тоже свинарчик. Да, колесики. Вот эти, то, что я эти даже не видела. Это вот розовые носулики. Много чего. Дошел до своей женушки. Женушка, я перепутал, я не туда пошел, короче. Ты серьезно, да? Да. Ну ничего. Завтра пойду, да, уже поздно. Да, все, уже завтра той жарой. Не надо уже завтра. Да, сегодня жарень нереал, смотри. Дайте смотри. Сегодня жарень очень сильный. А ты сказал только, что не Реал Мадрид. Это Потому что это заело меня во рту, и я не буду это говорить. эту фразу когда-то говорила я, он говорил, не говори так, мне не нравится. А что за человечки, что за чудо природы? О май гад, был. Что там, пропотелся нормально, да? Нормально, как конфетка. А ты меня вообще не показываешь. Какая я красивая. Пуговичку не может застегнуть. Пуговичку не может. Могу, но будет тесновато. Зачем? Я вот так футболочкой прикрываю и хожу. Ничего не видно. Мне не мешает. Женечек сегодня уже катает Танюшку. Танюшка в кепке красивой, панамке с Еревана приехала к концу лета, но все равно довольная. Себе катается в панамке Джордан. Муж не хочет домой, но Танюшка придумывает ему дальше какие-то задания. Постоянно надо куда-то ехать. У меня куча дел, понимаете? У меня подготовка полным ходом. К чему? К родам. Еще пару месяцев каких-то и все. Ну все должно быть. Эта беременная девочка утром мне слезы устроила. Начала плакать, потому что ей было неудобно спать, нехорошо спать, я ее не чушкал. Поэтому я утром... спать, я не выспалась из-за этого. Я ее положил спать, сам заснул, а она там начала плакать. Тихонечку, еще утром плакала. В итоге я ей приготовил вот такой завтрак. Сейчас она счастливая. Все, договариваемся, больше без слез, да? И еще, ребята, от того, что я не могла спать, он меня обычно первый делает, чтобы я заснула, а в эту ночь он так не сделал. И в Но мы прошлую забыли тоже. об этом, так как у нас вкуснейший завтрак, да? Да, я хотела сказать, что я ночью так хотела кушать из-за того, что не могла спать. И вставала и кушала. Первый раз это. Первый раз так ночью кушала? Да. Ну ничего страшного, молодец. А я быстро хлоп и еды не стала. Показать уже нечего, да? Да, Танюшка себе сидит, играет с едой. Ладно, пусть кайфует, молодец. Попытка номер 2. Дойти до организации, где делают переводы дипломов, переквалификацию, или это можно так назвать. Сегодняшний день еще жарче, чем вчерашний. Пробую ходить по тенечку. Мне идти минут где-то 10. Надеюсь, сегодня мой поход будет результативным. Нашел. Они работают с 9:30 до 12. А сейчас время 12:20. Нужно прийти завтра. Что делать? Эх. Сейчас переведу это. Так, я постоял там, хотел уточниться, сколько открывается. Точно, чтобы не ошибиться. Наводил переводчик на надпись на дверях, и мне открыли дверь. Открыла девочка, очень вежливая. Сказала, что лучше записаться онлайн на получение очереди, потому что у него очень много работы, очень много дел и тому подобное. Я ей попросил, пожалуйста, помогите сейчас прям написать письмо и отправить. Она вежливо, прям спасибо ей большое. Она сразу же согласилась, я написал письмо, отправили письмо. Она сказала, запись будет где-то через 2-3 месяца.
Так что имей в виду. Я говорю, ничего страшного, я уже понимаю, что это не сразу, это не быстро. В любом случае, спасибо ей. Я завершил это дело, которое я планировал уже 2-3 дня. Теперь следующее, что надо дождаться своей очереди. Дома есть интересное, пойти, зайти, посмотреть. Ребята, тут вот так вот низко окна. И кто на первых этажах живет, это, конечно, Кайф. кайф полный. Можно оставить окно открытыми и гостей принимать через окна. Причем окна такие прям низкие, что можно вот так Вот, ногой покажи. переступить. Так могу зайти, брат, Привет, сосед. взять что-то и уйти. Да. Что, ты так не делала? Это я от тебя нахватался таких вещей. Я никогда такое себе не позволяю. Это ты так меня учишь. Говоришь, окно открытое, и смотри, что-то есть хорошее, полезное. Хоп, бери домой. Мне все нужно. Твои слова. Ой, ребята, я хочу сказать, что, Он все правду говорит. конечно, правда. Мой муж всегда говорит правду, и все, что он говорит, все И правильно. ничего, кроме правды. Да. На, держи, я устала. В общем, обстановка по кайфу. Какая обстановка? Мужа меня заставляет гулять. Гулять я вообще не хочу. Поясница меня болит жутко. Я не знаю, что мне делать. Йогу я делать не хочу. Не буду. Не буду. Ничего делать не хочу. Хочу только лежать. И самое плохое... Ходит и вот так ломает мне пальцы. Держусь за него. И самое плохое, что лежать мне тоже больно, понимаете? Вот буквально день назад, пока Копчик пришел с тренировки, я встала, что-то там приготовила. Я уже вот так просто скрутилась, мне так больно, она меня печет огнем. Як что-то там мне, что-то полотенце подложил, да? Под Скрутил. попу положил полотенце, Да, ты положил меня легла, на пол, и все на было коврик. нормально. И только тогда отпустила. А сейчас что? Сейчас опять болит. Я А щас ты так пошла- лежала? Не, я так не лежала. Но я встану, ребят, чтобы вы понимали просто уровень моей беспомощности, можно так сказать. Это очень меня напрягает, потому что я встала, только что погрела ужин, нарезала салат, и все, у меня разболелась опять поясница. Я уже никуда не хотела идти, я уже просто пошла ради мужа, потому что он меня гулять, пошли, надо гулять, тебе надо гулять. А я не хочу гулять, честно вам говорю, вот так зубами. Значит, я буду гулять один. Один. Посмотришь. Если не веришь, посмотришь тогда. Никаких твоих тю-бу-бу-бу-бу. А иди гуляй, иди, я ж не против. Да иди тогда прощайся с нашими зрителями. Что, все, да? Ну хорошо, да, я уже, в принципе, все рассказала. Друзьяшки, спасибо всем огромное, кто с нами был, кто нас внимательно посмотрел, кто оставил свои советы, комментарии, слова поддержки и все, что остальное тоже захотел. Мы вас любим, целуем, обнимаем, благодарим. Короче, спасибо за все. Увидимся на следующем эфире. Пока, друзья.